Всем привет! Я в Индии, и сегодня мы поговорим об индийской еде. Не обо всей, конечно, обо всей это просто нереально, у меня столько времени нет. А так, об основной индийской еде. И сейчас мы будем перемещаться во времени и пространстве, пробовать всякую разную индийскую еду в разных регионах, потому что в каждом регионе она отличается. Погнали! Индия огромная страна, по размерам почти как вся Европа, а по населению вообще почти в 2 раза больше. Поэтому кухня от штата к штату отличается как кухня соседних стран в Европе. А Дели и Мумбай — это города, в которых собраны все виды еды, впрочем, как и все виды людей со всей страны. Индийскую еду можно разделить на северную и южную. Это вот так вот просто. А можно на вегетарианскую и мясную. И вот тут уже более сложно. Индия самая большая в мире вегетарианская страна. 38% населения тут не едят мясо, а многие его даже никогда не пробовали. Или говорят, что не пробовали. Как сказал мой друг индус, я пробовал мясо и даже говядину, но родителям я об этом не расскажу, а то они меня убьют. Да, в индуизме корова священное животное. Они ходят по улицам, как у нас собаки, и в некоторых индуистских штатах говядина даже запрещена законом. Интересная ситуация получается в Хайдарабаде, столице штата Телангана. Сам город исторически мусульманский и известен своими бирьяни. А вот мы и подошли к первому индийскому блюду. Это такой рис, похожий на плов со множеством специй. Он бывает с яйцом, курицей, бараниной, рыбой и, конечно же, потому что блюдо мусульманское, с говядиной. Но говядина в Телангане противозаконна. Поэтому в меню можно встретить бирьяни с бараниной, и от руки приписано «на самом деле с говядиной». Стоит бирьяни с мясом в среднем 100 рупий за полноценную порцию. Вообще, где мусульмане, там и мясо, где христиане, там мясо и почему-то рыба. Например, в Гоа, где все любят зимовать, в традиционной местной кухне преобладает именно рыба. Типичная гуанская еда. В основном местные едят рис с рыбой. Вот это вот рис, вот это вот рыбная карри, а это жареная рыба. Сначала заходишь в индийский ресторан, читаешь меню и такой, что? Алу гоби, палак панир, что все это значит? И 100-500 названий типа таких. На самом деле все просто. Нужно выучить, что такое компоненты, как называются компоненты. Например, алу — это картошка всего-навсего, гоби — это цветная капуста, палак — это шпинат, панир — это такой сыр. Например, алу гоби — это будет блюдо из вот этих вот двух компонентов, картошки и цветной капусты, как я люблю. Алу гоби, картошка, цветная капуста. Алу палак, картошка, шпинат. Матер — это горох, панир — это сыр, то есть горох с сыром. Самый удобный способ покушать в Индии, особо не заморачиваясь, это тали, тхали. Тали. Комплексный прием пищи, обед или ужин. На севере он подается вот в такой вот железной посудине или вот такой с железными тарелочками. Собственно, эта штука как раз и есть тали. А на юге на банановом листе и называется meals. То есть еда, еды, как там во множественном числе. Короче, блюда, приемы пищи, в общем, набор еды, вот подходящее выражение, набор еды. Едят его обычно руками. И то, что мне нравится больше всего, во многих заведениях вам будут класть добавку, пока вы не наедитесь. Вот почему у нас такого нет? В некоторых заведениях ведра с добавками стоят прямо на столе, и вы можете накладывать себе самостоятельно. Если это тали с курицей, мясом, яйцом, то курицу, мясо, яйца вам докладывать не будут, а будут добавлять только основные компоненты. А что это за компоненты, мы поговорим через минуту, а пока поговорим о ценах. Они могут очень сильно отличаться от региона к региону, но в среднем по Индии вегетарианская тали стоит рупий 70-80. Самое дешевое я ел вот такое на вокзале в Нью-Дели за 35 рупий. И пусть вас не отпугивает фраза «еда на вокзале». В Индии все наоборот. Почти на каждом крупном вокзале страны, на первой и иногда на последней платформе есть государственная железнодорожная столовая. Кухня у них чистая и открытая, ты можешь видеть, что они там делают, там всегда дешево, еда свежая. Из минусов на вокзалах почти никогда не докладывают, хотя вот эти ведра — это как раз вокзал в Вишакапатнаме, и тали за 55 рупий. А теперь подробнее о компонентах. Рис, с этим все понятно, нечего обсуждать. Следующая основа основ индийской кухни во всех регионах. То, что позволяет индийцам обходиться без мяса. Его величество дал. Это то ли каша, то ли суп, то ли подлива, то ли похлебка. В общем, сытное питательное блюдо из чечевицы, гороха или других бобовых. Сабджи.
Овощное рагу из любых, абсолютно любых комбинаций овощей. Курт – кисломолочный продукт, что-то типа кефира или сметаны, идеально подходит, чтобы освежать полыхающий рот после острой еды. Вот, давайте поговорим о молочных продуктах. Стали все ясно, там могут быть еще сотни компонентов, включая сладости, но про основные я уже рассказал. Молочка в Индии вкусная, разнообразная и недорогая. На тех же ЖД вокзалах есть молочные ларьки с большим разнообразием продукции. Стакан горячего молока 10 рупий. Hot milk? Hot milk? Thank you. Тут очень вкусная ласси. Это как кефир с такой творожно-сахарной массой. Плюс изюм и что это? Кусочки каких-то орехов. Какой-то джем. Очень вкусно. 30 рупий стоит. Кстати, в Индии нет привычного для нас разделения на вегетарианцев и веганов. Там молочные продукты считаются вегетарианскими, а яйца не считаются. Обычно в индийских ресторанах стоят кувшины с водой. Пить эту воду я вам не рекомендую. Пейте только бутилированную. Со временем, возможно, ваш организм привыкнет и будет все нормально. Я, например, сейчас уже могу эту воду пить. Но когда только приехал, после этой воды я не слазил с унитаза очень долго. Смотрите, что мне еще нравится на индийских железнодорожных станциях. Можно заполнить бутылку воды всего за 5 рупий. Я вам этим. Thank you. Давайте попробуем разобраться, в чем основная разница между югом и севером. В плане еды, конечно. На севере больше молочных продуктов, на юге еда более острая, иногда до слез. Юг изобилует разнообразными хлебоподобными штуками. В самом южном штате Индии, Тамил-Наду, я иногда вечером не мог найти рис, потому что это еда для обеда. А завтрак и ужин обычно одинаковые. Идли, парота, роти, утапам и, конечно же, доса. Главное блюдо Южной Индии. Доса — это такой блин. Бывает plain доса, то есть чистая, без ничего. Что такое панир доса, onion доса или палак доса, вы уже сами можете догадаться. А вот доса с картофелем — это не алу доса, а масала доса. Потому что там много специй, наверное. Вообще масала значит комбинация индийских специй и может встречаться во многих блюдах. Например, масала-чай – это чай со специями. Но вернемся к завтрачно-ужинным южноиндийским штукам. Идли – рисовые лепешки на пару. Утапам – рисовые блины, могут быть с чем-то внутри, визуально немного похожи на пиццу из школьной столовой. Парота – лепешка из муки. Чапати, он же роти, более тонкая поджаренная лепешка из муки. Все они подаются с безлимитным количеством соусов. Чатни, самбар, острый соуса, суп и так далее. Масала доса стоит около 40 рупий, остальные изделия по 10-20 рупий за штуку. Самый популярный индийский снэк — это самоса, пирожок с картошкой, овощами и, конечно же, кучей специй, обжаренный в кипящем масле. Стоит 10 рупий. Самосу принято пить с чаем, а чай принято пить всегда, и найти его можно на каждом углу. Цена стандартная 10 рупий, вкус тоже везде стандартный, черный сладкий чай с молоком и специями, обычно с кардамоном. Момо – вареники тибетского происхождения, приготовленные на пару, бывает с овощами, паниром, мясом, цена в среднем 40 рупий за порцию. Недавно в Индии были протесты с призывом запретить это блюдо. Активисты называют момо тихим убийцей или убийцей из Китая. Говорят, что от них вред больше, чем от наркотиков. У меня тут без комментариев. А знаете, что не собираются запрещать? Бхан-ласси. В священном городе индусов Варанаси этот напиток продается свободно. Он не разрешен, но и не запрещен. Стоит бхан-ласси всего 50 рупий, и это наркотик, самый настоящий. Бхан – это штука из конопли, ее добавляют в молочный напиток и тебя плющит. Я попробовал эту штуку ради эксперимента, потом час общался с камерой, а штырило меня целые сутки. Больше я такие эксперименты проводить не буду. Я не помню, как ходить сейчас, вот не помню. Они знают, они ходили. Сейчас собачка побежала. Вот это вот самая вкусная штука. Я уже вам показывал в Сринагаре, я такое примерно ел. И тут то же самое, 30 стоит всего рупий. И, короче, это внутри пустая лепешка. Она похожа, это самое вкусное, тут самый вкусный компонент. Это как наш беляш примерно, как беляш, только без начинки. Вот так вот накладываешь. Про индийскую еду можно рассказывать бесконечно и написать несколько докторских диссертаций. Я же прошелся только по основным пунктам. Если это видео было вам полезным и интересным, то не забудьте поставить лайк и написать комментарий. А я благодарю всех своих патронов за поддержку в создании этого видео.
Как же это невероятно вкусно. И тоже подкладывают, уже 3-й раз наложили. Ой, очень вкусно. Очень-очень, блин, вкусно. Смотрите, как все это выглядит. Ну просто уже слюна течет.